Представители знака зодиака Козерог. Здравствуйте, мои дорогие Козероги. Второй расклад. Судьбоносный январь 2025 года. Что случится? Что произойдет в январе? Какая тайна откроется? Чего нам ждать от января месяца? Что вас удивит? И три важных события. Астрологически, и вы это можете прочувствовать наиболее активно, Уран у нас находится в ретро-движении в знаке зодиака Телец. Вы, как и Телец, принадлежите к стихии, ваш знак, точнее, принадлежит к стихии Земли. И поэтому вот два направления вопросов. Это Земля и деньги. Если мы говорим Земля, буквально, если в каком-то общемировом масштабе могут быть пересмотры территорий, потому что Земля связана с территориями. И на каким-то образом меня смотрят люди из разных стран, могут быть, если даже не принято окончательное решение, то какой-то прогресс по части пересмотра или каких-то важных согласований, решений, он может быть или наметиться. Если мы все же отталкиваемся от нашей личной истории, как может проиграться это слово «земля»? Опять же, территория– это ваше жилье, место вашего пребывания, проживания или где вы планируете проживать. Оформляете, возможно, документы для переезда или рассматриваете этот переезд, ищите какие-то варианты. Если мы говорим второе направление – деньги, и про вас, это ваши активы финансовые, откуда к вам приходят деньги, каким образом приходят деньги, вообще составляющая финансов, как это будет складываться в дальнейшем, в 2025 году. Тут тоже могут быть какие-то новые изменения, сообщения, информация в общем мировом масштабе. Это может быть как пересмотр системы взаиморасчетов, электронные деньги, изменения на фондовых, финансовых рынках. Вот такие два направления. И Плутон у нас теперь в Водолее. И для вас, мои дорогие, это открывает новые возможности. Это свежий воздух в вашей жизни. Вы можете захотеть развивать свое творчество. Вы можете рассматривать, вообще какие-то новые виды деятельности. Для кого-то из вас это чувство свободы. Это новый смысл вдохновения жизни и понимание того, что в моей власти сейчас очень многое. Просто если прежде вы чувствовали себя словно в зоне ограничений или того, что мне все время что-то мешает, вот постепенно вот эта тяжесть души, может быть, она отходит на второй план. И вы понимаете, как есть моя сила, вы ее чувствуете наиболее активно. И в то же время, когда нет каких-то препонов, нет барьеров, нет словно колод, которые вам не дают двигаться дальше. Поэтому Плутон в Водолее для вас как освобождение может быть. Ну, давайте мы с вами узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня две колоды. На первой колоде мы достанем первую карту. Что же случится, что произойдет, в какой сфере жизни это будет проигрываться, по мнению карт. Будем, конечно, реалистами, всегда говорю об этом. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но всегда надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. Предположить что-то иррациональное, предположить, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Наверное, это будет важно, но своего рода экзамен жизни вы проходите или какая-то точка невозврата. Невозврата имеется в виду, когда мы поняли уже окончательно, что, правда, те ограничения, которые у нас на данный момент или присутствовали еще вчера, на самом деле нет, я иду вперед. Экзамен жизненный вы сдаете. Или вы буквально можете что-то изучать. А у кого-то может быть и сессия вполне вероятно такое. Ну, давайте я сама раскрою карты, достану. Что же случится, что произойдет, по мнению карт. Что вас удивит? Вторая карта в январе. Что или кто появится неожиданно в вашей жизни в январе? И к чему все это идет? Что исполнится, что осуществится в январе? Какая тайна откроется? Чего ждать от января? И события, которые продолжат развиваться на февраль. На второй колоде три важных события. И опять же, с чем это будет связано? Достанем три карты. Первое важное событие. Второе важное событие.
И третье, важное, главное событие, по мнению карт. Что же случится, что произойдет? С чем это будет связано? Колода была перевернута, мы рассматриваем только в прямом положении. А этого есть в вашей жизни то, что вы должны, может быть, или сохранить, или оттолкнуться словно от этого. Все же, что в какой сфере могут быть изменения, если мы спрашиваем. Личная жизнь, она отнюдь не на последнем плане, и для кого-то напрямую может вернуться человек из прошлого, или ваши отношения должны быть продолжены. Это карта, да, ностальгии. Мы можем так проностальгировать, что вспоминая прошлое, что были приятные моменты, и для кого-то это все равно повод идти дальше. Или развивать ваши отношения в каком-то новом ключе. Все же тут больше в продолжении нам эта карта говорит. Но для кого-то появление действительно человека может быть, которого вы где-то не ожидали. Вам могут написать ваши друзья. Или по части работы вам могут тоже что-то предложить. Вы сами где-то можете захотеть инициировать заново тот или иной союз или какие-то контакты, которые вам прежде были интересны. Потому что анализ какой-то проходит по этой карте. Если ностальгия, значит есть воспоминания. И раз уж мы о чем-то вспомнили, мысль не бывает случайно. Значит, есть что-то через отношения, то, что должно быть продолжено. Ну, конечно, больше карта говорит о личной жизни, хотя я допускаю, мы все разные, и у кого-то это могут быть вопросы по части работы. Но 6 это карта победителя, все же 6 как вершина нашей активности. И поэтому какие-то итоги по части вашего эмоционального восприятия в целом вы можете подводить в январе месяце. Куда я хочу двигаться? Или какие я для себя поставлю приоритеты? Что я готова продолжать? Или насколько глубоко я готов вкладываться в те или иные отношения? Или насколько глубоко я готов, может быть, в какой-то работе увязнуть? Вот это тоже может выйти на первый план. Что случится? Или что произойдет? Ну, вот как та база, проделанной вами работы прежде, или какие-то, повторюсь, отношения, которые уже сложились прежде. Вы знаете этих людей. Теперь могут быть рассмотрены совершенно в новом варианте. Или что вы придете к выводу, что действительно контакты этим не полезны, и это следует продолжать. Что вас удивит? Карта искаженного восприятия, восьмерка мечей. Нам показана мать, которая прикладывает к голове больной дочери компресс, словно та температурит. И мы с вами знаем, что когда у нас гипертермия, когда мы себя чувствуем не очень хорошо, мы и мир видим как-то криво или, ну, искаженное восприятие, оно все же присутствует. И поэтому, что вас удивит? Вы поймете окончательно, что какую-то концепцию отношений, может быть, работы или ваших планов, ваших проектов, вашей мечты, в конце концов, вы видели в другом свете, в другом формате, что вас ничто не сдерживает. Вы окончательно освободитесь от каких-то сомнений, что вас удивит. Именно вот то, что это как внутренняя работа над самим собой, это может быть как озарение, инсайт, откровение – или когда у нас пелена какая-то с глаз спадает, и мы понимаем, ну надо же, а на самом деле ведь нет для меня каких-то барьеров. И все было где-то мною, может быть, и надумано. Мы становимся более уверены в себе, потому что вот это состояние неопределенности, словно какой-то раздвоенности, или когда мы ну, не решаемся, может быть, сделать первый шаг. Может быть, даже если отношения впереди у нас шестерка чаш, какой-то человек для вас важен, и вы просто ждали, например, до сего момента, будут продолжены эти отношения или нет. Или была двойственная ситуация по отношениям, и не да, и не нет, а как на качелях, то вам тоже может захотеться прояснить вопрос. Мы вместе или все же нет? Или я иду дальше один или одна, строю новые отношения? Значит, вы можете совершить важные глубокие разговоры на чистоту.
или инициировать даже сами возвращение какого-то человека, ну не буквально может быть возвращение, а выйти на контакт первому вы можете именно для того, чтобы прояснить, будут продолжены эти отношения или нет, или это пауза какая-то временная, или это уже конец. Вам нужно знать тайну какую-то, или вам нужно этой тайны, чтобы не было, чтобы был прояснен какой-то вопрос, чтобы не было вот этого искаженного восприятия. Кто или что появится неожиданно? Вы знаете, тут у вас появится человек, который может вам помочь. Конкретно по рыцарю Пентаклей может быть ситуация, когда вам нужно решить финансовый вопрос или какой-то вот конкретно платеж произвести, и вам нужна сумма денег, вы ищете, кто вам мог одолжить или субсидировать, и вот такого человека вы находите. Когда выпадает эта карта, абсолютно точно в вашем окружении есть человек, который может прийти вам на помощь. И даже если вы этого не видите, и поверьте, если вы проанализируете, действительно, либо найдется тот, который поможет дельным советом, как правильно разрулить какое-то сложное дело, ситуацию, либо тот, кто конкретно помогает деньгами. Но есть еще и второй смысл, много смыслов, конечно, в любой карте. Кто или что появится неожиданно. По рыцарю Пентакли мы начинаем, ну, какую-то инновацию, или мы что-то начинаем изучать, кстати, и у нас Пентакли, и это будет осуществляться в течение долгого времени. Я часто называю эту карту марафонского забега, потому что не есть изучение ради любопытства, а это то, что мы потом переложим на практику, и это будет какой-то проект в течение долгого времени, и он принесет нам деньги или будет служить как нашей материальной базой. Поэтому будьте внимательны к своим мыслям, не ставьте себе рамок ограничений, по части особенно восьмерка мечей, вот я говорила, искаженное восприятие. Ничто не ограничивает, и мы идем вперед. Но мы очень осмотрительны, потому что один из самых медленных рыцарей, рыцарь Пентаклей, и он понимает, в нашей жизни мелочей нет. Поэтому что появится неожиданно? Ваш внутренний инсайт или ваша внутренняя готовность продолжать или начинать какой-то новый проект. У вас есть от чего оттолкнуться. И как будто есть и единомышленник, как минимум один, или помощник, который вам может помочь в трудную минуту. Вот есть появление, правда, как и идеи или конкретно человека. К чему все идет? Давайте узнаем, к чему все идет. Колесо фортуны. Приготовьтесь, мои дорогие. И весь январь месяц, вот этот штурвал судьбы, вы должны удерживать прочно в своих руках, причем ближе к центру. Мы не можем ослабить где-то хватку в том плане, что не вцепиться буквально во что-то одно, а мы должны все же поворачивать колесо. И колесо нам говорит о чем? Мы знаем, что оно идет вверх, а потом неизбежна цикличность, оно опустится вниз. Поэтому использовать какой-то момент, не упустить какую-то возможность, не думать, что эта возможность придет нам завтра. Нет. По этой карте предполагается действовать в моменте здесь и сейчас, потому что завтра никто ничего не предложит или завтра не придет. Это самая возможность. Но если мы, как будто так, слегка касаясь вот обода, да, этого колеса, думаем, ну, я вот типа контролирую. Нет, тут не совсем про контроль. Тут именно на что-то решиться нужно. Иначе, если нам кажется, мы контролируем, именно кажется, то при развороте колеса нас словно может выбросить во внешнее пространство, и этой возможности опять же не будет. Поэтому где-то приготовьтесь, потому что к чему все идет. Перемены в вашей жизни будут продолжаться, мои дорогие козероги, и рассмотреть какие-то иррациональные методы и возможности. Это самое главное направление на последующий 2025 год. Но мы с вами смотрим на январь. К чему все идет? К вашим переменам в жизни. И здесь я могу с уверенностью сказать, у кого-то меняется, может быть, направление по части личной жизни или развиваются как-то по-новому отношения. Может быть, это к вам приходит иррационально или вам нужно на что-то решиться. Я бы сказала, отчасти нужно довериться судьбе и при этом штурвал держать крепко. На что-то решиться нужно. И это будет означать для вас, как вы увидите какую-то
тему, проблему в другом словно свете. Или появятся новые возможности там, где вчера вы их не видели. Это где-то Плутон в Водолее. Но быть готовым к тому, что обстоятельства будут меняться, события будут меняться. В последующем будут приходить какие-то новости, которые вас буквально могут ошеломить. И тем не менее, спокойно, продуктивно воспринимать все то, что приходит на ваш порог. Потому что сама судьба, старший аркан, через обстоятельства, через ситуации, через новости, информацию будет стараться исправить то, что необходимо в вашей жизни. Будьте к этому готовы. К чему все идет? К переменам, повторяюсь. Что же исполнится, что осуществится? Какой-то важный выбор вы сделаете. По карте влюбленный вверху у нас шестерка чаш. А ведь правда, у кого-то могут возобновиться отношения. И поэтому так бывает в нашей жизни, когда двое, ну, была дружба, были отношения, потом просто друг друга не поняли. Не сложилось, мы говорим, да. И ни у одного, ни у второго новых отношений нет. И где-то в тайне каждый сидит, надеется, что второй проявится не я, а вот именно другая сторона. Поэтому для кого-то из вас, мои дорогие козероги, правда, прояснить отношения есть смысл. Сделать вами самими первый шаг, чтобы знать наверняка, будут продолжены те ли отношения или нет. Все же несколько карт выпадает именно в контексте того, что вы должны, ну, какую-то активность проявить. И это у кого-то может быть в личной жизни. И если вы сделаете этот выбор, для вас тоже откроются, возможно, новые перспективы. Я понимаю, что это не может проиграться для всех, потому что бывает и в парах совсем по-другому. Вы можете быть один или одна после какого-то длительного союза, а вторая сторона уже в паре, может быть, в другой. Но если вы не знаете, и вы где-то чувствуете, что человек, с кем у вас были отношения, тоже один или одна, а вам он очень дорог, или вот эти отношения, они были вам близки, близки вашей душе. Кто знает, может быть, и стоит попробовать возобновить какой-то контакт. Но уж точно не сидеть и не думать, а вот прояснить, потому что здесь может проиграться либо ваш какой-то выбор по части того, что вы оставляете какую-то прежнюю минусовую ситуацию, и тогда вам судьба подарит новые отношения. А для кого-то из вас человек откликнется. Может быть, даже тот, который вы думали, пропал, исчез навсегда. А если в вашей жизни все же Уран в Тельце, к вам кто-то возвращается, и если вам этот человек дорог, будьте гибки, будьте дипломатичны. Может быть, и вправду есть тот союз, который есть смысл продолжать. В этой колоде карт влюбленные, словно красной лентой, руки двоих перевязаны, какой-то союз должен быть продолжен. Ну и в целом, конечно, это карта выбора. Поэтому выбор вам делать придется. Но вот после этого выбора вам будет что-то более понятно. И начинает меняться, допустим, личная жизнь, а в последующем и вопросы денег. Может быть, вопросы смены или перемены места жительства. Все же колесо фортуны, а рядом рыцарь Пентаклей. Он куда-то едет, перемещается. Вот у вас и с перемещением могут быть связаны вопросы. У кого-то это по работе, смена работы, смена сферы деятельности. Но опять же, какой-то выбор мы делаем. Одна сфера жизни в последующем подтягивает за собой перемены в остальных сферах жизни. Какая тайна откроется? Вы можете узнать какую-то информацию о конкретном человеке. Вы можете также получить информацию какую-то по части работы, жезлы, дела, работы, бизнес. Вам может и предложить какой-то человек, может быть, сотрудничество. Или конкретная персона, которая интересна вам. Вы что-то узнаете либо о конкретном человеке, либо к вам придет от конкретного человека информация. Для кого-то из вас король жезлов – это ваш внутренний инсайт. Я теперь буду строить карьеру. И тогда, там, где вы не видели возможности, для вас как глаза откроются, правда, своего рода откровение может быть. Вы на что-то можете решиться. Для кого-то из вас это может быть окончательная точка. Это тоже я должна проговорить, потому что вот как я долго объясняла, как вот эти все карты могут проиграться по части ваших взаимоотношений. И если у вас есть или были какие-то союзы,
с людьми, которые вам дороги, но по какой-то причине не сложилось. Так вот, если уже эти отношения и не могут быть продолжены, то тогда король жезлов будет говорить о том, что в вашей жизни, пусть даже и был какой-то человек очень притягательный, словно магнетизмом он обладал, но он не готов продолжать отношения, он не готов углубиться в них настолько же глубоко или настолько же длительно продолжать, или серьезно, вы люди серьезные, надежные, а может быть вы придете к выводу, что человек ненадежен. Это была какая-то игра. И тогда вы можете что-то завершить. И повторюсь, для вас это будет сделать тоже важно, потому что вам судьба подарит новые отношения. Мои дорогие козероги, вы должны быть счастливы, это точно. Поэтому вот какой-то баланс сам по себе вам в январе для себя самого прояснить необходимо. Что же ждать в целом от января месяца? Ну, правда, обновление. Как и в обновлении в отношениях, так и по части, может быть, работы, по части финансов. Закрытие по финансам некоторых сложных тем или каких-то выплат, платежей. Может быть, у кого-то кредитов, может быть и так. Но это новое всегда. Может быть, я допускаю, кто-то наоборот будет ипотечный кредит рассматривать и брать. И тогда это у вас какая-то новая возможность. Но нужно быть всегда предусмотрительным по аркану нулевому дурак. Мы не должны, ну, буквально сглупить в каком-то вопросе. И, может быть, что-то просчитать вверху рыцарь Пентаклей. Да, есть еще такое значение с учетом этих двух карт. Может быть, есть какая-то тема, мои дорогие, какая тайна откроется, мы говорили. Вы могли, допустим, от конкретного человека, вот какая тайна открывается, вам может понадобиться чья-то помощь. Мы говорили по рыцарю Пентаклей. И какой-то человек, от кого вы меньше всего ждете помощи, как раз вам может помочь. И кто знает, это может быть началом какого-то еще и сотрудничества. Для кого-то из вас это может быть та ситуация, когда вы начинаете какой-то свой проект, чего ждать. Буквально может быть с нуля. Или вы что-то изучаете. И вот тогда то, что я говорила по рыцарю Пентаклей, этот ваш проект будет ознаменовать только лишь начало в январе, но с прекрасным продолжением в течение 2025 года. И опять же, новая концепция финансов. Или система взаиморасчета, к примеру, электронные деньги. Для кого-то возможность заработка посредством интернет. Для меня это как новая сфера, но мне это необходимо изучить, потому что я хочу работать из любой точки мира. Но вот есть какая-то тема, которая вам любопытна, интересна, к которой вы можете приступить, и поверьте, продолжение доброе следует. Более того, у кого-то вы начинаете опять что-то изучать, и даже что-то изучая, вы можете оказаться среди новых людей, среди нового социума, сменить свое окружение. И тогда для людей одиноких, я смело тогда скажу, к вам может через ваше как увлечение или через ваш интерес прийти новый человек в вашу жизнь, с которым как раз и получится какая-то личная история. У кого-то может проиграться даже так. Событие, которое продолжит развиваться. Карта силы, мне нечего добавить. Дипломатом быть стоит. Вот этого быка, или чаще по аркану сила лев прорисован в этом старшем аркане. Но здесь человек удерживает быка. Это наши внутренние эмоции. Нам себя сдерживать придется. Вверху колесо фортуны. Не упустить какой-то случай. Принять то, что жизнь наша не бывает предсказуема полностью. И поэтому даже если какая-то возможность приходит криво, или для нас совершенно мы прежде могли говорить: нет, вот этого не будет никогда. Или вот этим я не буду никогда заниматься. А тут надо задать себе вопрос: а почему бы и нет? А почему бы мне не рассмотреть? И это усиливает ваши позиции. Для вас нет ничего невозможного, мои дорогие козероги. У вас дважды, трижды сильная позиция, но она требует от вас других энергий. Помните, не случайно, наверное, у вас выпадает, что вас удивит. Искаженное восприятие. Вы что-то видели, ну, совершенно иначе. А мир, он как будто другой.
И это та концепция, от которой вам нужно оттолкнуться в январе. Важные события, с чем это может быть связано, королева жезлов. Вообще у нас пара выпадает, правда, у кого-то занимаясь изучением чего-то нового или у кого-то по работе, может быть, встреча очень важная, которая будет мало того, что продуктивна по делам, работе, бизнесу и деньгам, допустим, а еще и будет знаменовать как новое знакомство. Кто-то может познакомиться через работу. Или выпадает пара, когда встречаются два сильных человека, и пока они сумеют договориться, или пока они как-то отстроят свой союз и начнут смотреть в одном направлении, момент адаптации совершенно необходим. В целом, даже если меня смотрят как мужчины, так и девочки, для девочек это дважды сильная позиция королева жезлов, потому что это вы, это ваше, как и вдохновение, это ваше творчество, это то, что вы хотите осуществить. Но и для мужчины, если мы рассматриваем все же не по полу карту, а по ее энергиям, это та, которую жизнь ставила на колени многократно. Ее это научило не предвосхищать события, себе много не рассказывать, правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Опять же, дела, работа, бизнес, деньги, жезлы всегда. Но, мои дорогие девочки, это вы можете быть очень привлекательны для противоположного пола, а вы, дорогие мужчины, можете встретить женщину, которая вам будет очень интересна. Важное событие, вот такое может быть в январе. Второе важное событие. Но, видимо, какой-то период разочарований должен закончиться. Пятерка кубков. Мы не видим вот этого наполненного стола, где стоят два кубка. Яства нас как будто ожидают. А мы смотрим на вот эти перевернутые три, которые, вообще ни о чем. Нужно как минимум обернуться и начать смотреть в другом направлении. Нужно оставить прошлое в прошлом. Нужно оставить какие-то деструктивные эмоции, не сожалеть, не вспоминать о том, что не сложилось. Есть все равно, значит, какие-то моменты, которые могут быть продолжены. И то, что должно быть в прогрессе, это должно оставить. Но то, что не проигралось, не случилось, не срослось, опять же, выбор, итог подводим и все равно идем дальше, чтобы прошлое больше не давлело над вами, чтобы не было искаженного восприятия. Мне нечего добавить. Поверьте, мои дорогие козероги, я с картами Таро дружу уже очень давно, или они со мной дружат, до того, как я еще стала создавать YouTube-канал. И поверьте, редко очень совпадают две карты, редко такое бывает, когда выпадают, по сути, в двух энергиях, аркан силы и аркан мага, а тут еще и в двух разных колодах. И вот у вас в одном раскладе две карты словно встречаются. Тут действительно может состояться союз сильных людей, но сильным людям непросто. Может быть, и вы люди сильные, мои дорогие козероги. И с простым человеком, в самом таком смысле упрощенном, вам ведь тоже было бы неинтересно. А с людьми сложными просто не бывает. И поэтому есть какие-то контакты или, может быть, союз какой-то продолжен. Но прежде чем, повторюсь, мы научимся смотреть в одном направлении, мы должны адаптироваться, может быть, друг к другу или прочувствовать каждый друг друга. У кого-то это может быть именно так, когда встречаются двое сильных людей. Потому что у вас выпадает король жезлов и королева жезлов. Для кого-то из вас это партнерские отношения по части бизнеса, работы, продолжения. Для вас, повторюсь, нет ничего невозможного. Но, видимо, стать магом– это и есть для начала искаженное восприятие должно закончиться. У мага все стихии в руках. Он использует другую возможность. И он любую возможность. И тогда колесо фортуны будет и говорить, что даже то, что мы вчера отрицали, сегодня нам как раз уже помогает. Это вам задача на 2025 год– быть магом, волшебником. И вы уже входите в январь с новой силой. Но где-то важное событие будет касаться того, что ваши позиции, ваша сила, ваша уверенность усиливается многократно. Мне нечего добавить. Какие-то важные предпосылки для продолжения
отношений, для продолжения, может быть, работы или каких-то новых начинаний, или важных пересмотров. Все же Уран у нас еще в январе будет в ретро-движении. И все то, что с приставкой «пере», имеется в виду пересмотр контрактов, соглашений, важных бумаг, отношений, это все проигрывается. Но это лишь все для того, чтобы усилить ваши позиции и дать вам новые возможности, чтобы вы увидели для себя новые перспективы и чем-то вдохновились, мои дорогие. В конечном итоге, чтобы вы были счастливы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие козероги.